Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, говорит ли он с кем-нибудь о вас. Если говорит, то в каком ключе, на какую тему. Если не говорит, то почему. Итак, разговаривает, причем здесь, знаете, говорит с женской фигурой, которая сама проявляет интерес относительно того, что же между вами происходит. У многих здесь вот эта кубковая королева отыграется как психолог, как коуч, либо же это может быть подруга, это может быть коллега по работе или сестра. Женщина относится к нему очень по-доброму, с огромным теплом и даже, возможно, с личной симпатией. Но я не могу сказать, что она является вашей соперницей, потому что здесь именно такая, знаете, вот информация важная, без утайки. Каждый раз, связываясь с этой женской фигурой, он стремится рассказать ей все новые и новые подробности вашего общения. И он вдохновляется от того, что поделился с ней этой важной и ценной информацией. Да, здесь у большинства именно психолог, фигура психолога, потому что благодаря общению с этой барышней он становится сильнее. Он приходит ей как будто бы, знаете, вот излить душу, все свои переживания, рассказать о том, что было, о том, что не было. И она приводит его мысли, его чувства в баланс. Они здесь, знаете, вот на одной волне. Они здесь очень хорошо помогают друг другу и слышат друг друга. Они умеют друг друга прям вот, знаете, дополнить и понять. В каком ключе, давайте посмотрим, чего он хочет, каких советов просит. Он в основном советуется с этой барышней тогда, когда он огорчен, либо разочарован какими-то событиями в ваших отношениях, когда он испытывает чувство боли, когда ему сложно, тяжело. И ему важно получить ее наставление, где-то одобрение относительно того, где он делает не так, да, в чем он не прав. И она умеет объяснить ему все его ошибки с правильной позиции. И тут же все чувство вины, все чувство досады у него куда-то исчезает, куда-то улетучивается. Давайте посмотрим еще, что там за разговоры о вас. Да, здесь он, знаете как, он в позиции ребенка, он приходит за советом. И из этого ребенка он старается стать императором. Он, знаете, из пажа превращается в такого вот уверенного в себе мужчину. И нужно сказать, что та информация, которую он рассказывает о вас, вот этой своей психологине, она как раз-таки связана с тем, что он возлагает на ваши отношения большие надежды. Большие надежды в плане того, что вот я не думал, что такие чувства могут меня охватить. Я понимаю, что это что-то такое, вот знаете, многообещающее. Маленький росточек, который обещает превратиться в серьезное такое что-то, в конструктивное, в те отношения, где я смогу почувствовать себя настоящим мужчиной. Ему также очень нравится то, что вы не ограничиваете его свободу. Вы очень самодостаточны. И те моменты, когда вы цените и свою свободу, и его такую вот, знаете, вот тоже свободу, да, автономность, когда у вас между вами чувства есть, но при этом у вас не созависимость в отношениях. А каждый уважает личность другого. Это личное пространство, это личное время, это личные интересы. И он, конечно же, спешит этой информацией поделиться вот со своей вот этой вот дамой, с которой он решает все вопросы. Разговаривает очень серьезно и разговаривает о принятии важных решений. И здесь прям, знаете, вот осознание того, что ваша встреча, она является судьбоносной. Он хочет брать ответственность за вас, за ваши отношения и выводить их на новый уровень. И понимает, что вся эта ответственность лежит на нем, на его мужских плечах. Много планов в голове, которые он вот как раз-таки и озвучивает
рассказывает своей вот этой вот тренерше, психологине, либо же вот сестре, подруге, с которой он общается, которой он доверяет. Для чего он это делает? Для того, чтобы избежать неприятностей, для того, чтобы не допустить ошибок, для того, чтобы правильно, вот знаете, с позиции обдуманных и взвешенных решений подойти к урегулированию различных вопросов между вами, потому что он не намерен ударить в грязь лицом, он намерен вас завоевать, очаровать и покорить, ну и, конечно же, создать с вами семью. Поэтому, да, конечно, он о вас разговаривает, и только в самом лучшем ключе. И нужно сказать, что порой даже где-то вот, ну не то чтобы хвастается, а гордится тем, что ему удалось произвести на вас такое, знаете, вот восхитительное, прекрасное впечатление.